Из этого видео вы узнаете, как и где хранить деньги, а также какой способ сбережения лучше выбрать, чтобы сохранить свой капитал. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Где лучше всего хранить деньги? Как бы ни банально это звучало, но деньги и ценности лучше и надежнее хранить в банке. Достаточно открыть вклад, чтобы сбережения начали приносить прибыль своему хозяину. Какой именно будет прибыль, сложно сказать, так как здесь много зависит от условий банковского продукта. Но самое главное, что любой вклад приносит вкладчику доход, а значит, что деньги будут выполнять свою основную функцию – работать. Кстати, о том, как и в каком банке лучше открыть вклад онлайн, мы уже подробно рассказывали в одном из наших роликов. Ни один банк не может на 100% заверить своих клиентов в том, что в будущем они не столкнутся с какими-либо экономическими катаклизмами. Поэтому рекомендуется не хранить деньги по принципу всех яиц и одной корзины. Первое – разделить имеющуюся сумму на части. Второе – оформить вклады в разных банках. В описании под этим видео вы найдете список компаний с высоким рейтингом и положительными отзывами. Что делать, если вариант со вкладом не подходит? Размещение средств в банке подходит не всем гражданам. По разного рода причинам часть физических лиц ищут альтернативные варианты хранения своих денег. Где можно хранить деньги? Топ-10 способов. Способ первый. Хранение денег дома. Единственный плюс данного способа хранения – финансовые средства всегда будут под рукой. Хранение средств дома, конечно, убережет вас и от рисков, что банк лопнет и станет банкротом. Но вклады в большинстве крупных банков застрахованы. Вывод таков. Выбирая этот вариант, как минимум стоит заранее обзавестись надежным и прочным сейфом, современными и проверенными ступенями защиты, желательно встраиваемым в стену. Способ второй. На депозите в банке. О данном способе речь шла выше. В данном случае стоит заранее просчитать риски, проанализировав текущее положение дел банковского учреждения. Способ третий. На банковском карточном счету. Открытие специального счета в банке, как правило карточного, это наиболее простой и доступный всем вариант хранения финансов. В отличие от банковского депозита средства, хранящиеся на банковском счету, доступны для снятия в любое время. Вы можете снять эти деньги в любой момент, провести оплату с помощью карты банка, оплатить покупки онлайн и так далее. Ваши деньги находятся на хранении не в самой карте, а на специальном счету. Если вдруг карта будет утрачена, вы всегда можете оперативно ее заблокировать, восстановить, не утратив при этом ни единой копейки. Выбирая банк, стоит акцентировать свое внимание на списке учреждений, которые за годы существования на рынке успели показать себя с лучшей стороны, которые имеют положительную репутацию, которые работают в стране далеко не первый год, которые имеют надежных инвесторов, известные европейские банки и так далее. Список проверенных кредитных учреждений приведен в описании к видео. Способ четвертый. В накопительных страховых программах. Программы такого типа – это один из наиболее надежных инструментов долгосрочного хранения финансовых средств с параллельной защитой от любых рисков, которые связаны со здоровьем и жизнью инвестора. Среди недостатков такой системы – длительный срок действия программы. Как правило, страховые накопительные программы рассчитаны как минимум на 10-20, а то и более лет. В случае же долгосрочного расторжения предусматриваются серьезные штрафные санкции. Прибыльность подобных программ не так уж и высока, но, как правило, гарантирована. Способ пятый. В драгоценных металлах. Этот вариант можно назвать древним как мир, но достаточно эффективным, ведь такой способ хранения денег надежно защищает капитал от кризисов и инфляций, как внутри страны, так и на мировом уровне. Кроме того, драгоценные металлы в долгосрочной перспективе обычно растут в цене. Хранение сбережений таким способом принесет ощутимый результат лишь при условии вклада средств на длительный период. Тут есть некоторые сложности, связанные с хранением и реализацией, например, физического золота, слитки, украшения. Они требуют особого внимания, специальных условий хранения и тому подобное, так как любые вмятины и царапины на поверхности слитка так или иначе снизят его общую стоимость. Способ шестой. В банковской ячейке.
В настоящее время почти все банки предоставляют такую услугу, хотя данный вариант имеет и свои плюсы, и свои минусы. В чем суть? В распоряжении клиента, который хочет хранить именно наличные деньги, предоставляется ячейка, которую он оформляет под себя на определенный промежуток времени. Система безопасности банков организована на достаточно высоком уровне, потому нет необходимости волноваться о сохранности сбережений. Сюда же стоит добавить и всестороннюю конфиденциальность личных данных каждого клиента. В любой момент средства можно изъять с хранения или же добавить, без каких-либо потерь, но появляется новая статья расходов для оплаты услуг по аренде ячейки. Также важно изначально выбрать наиболее надежный по всем параметрам банк с позитивной и проверенной временем репутацией и подписать соглашение о страховании содержимого банковской ячейки. Способ 7. В электронной валюте и криптовалюте. Такой вариант хранения денег становится все более востребованным. А все потому, что украсть такие сбережения достаточно сложно. В защите и безопасности задействованы разные механизмы международных компаний. А вот для открытия электронного кошелька нужно лишь пройти простую процедуру регистрации с выбором тех валют, которые вас интересуют. Положительные моменты использования электронной валюты заключаются в том, что деньги можно быстро положить и снять, перевести с одного счета на другой, перевести в другую валюту, оплатить покупки и услуги в режиме онлайн за считанные минуты. С другой стороны, необходимо всегда быть готовым к возникновению разных неприятных ситуаций. Закрытый доступ к электронному кошельку, который, конечно же, можно восстановить, если соблюдались все правила использования и кошелек был верифицированным. Рост комиссий за проведение разных операций, зависимость от скачков на валютном рынке и тому подобное. На нашем канале есть также серия видеороликов про криптовалюту, а именно, что это такое, как создать криптовалютный кошелек, как инвестировать в криптовалюту и начать зарабатывать. Советуем их внимательно посмотреть. Способ 8. В ценных бумагах. Речь идет о покупке акций, облигаций и другого. Это наиболее оптимальный вариант для сохранения и приумножения капитала. Например, при покупке акций можно получать прибыль в виде дивидендов, а также в виде роста стоимости самой акции в перспективе. Есть, конечно же, и риски, в основном связанные с тем, что дела в компании, акции, которые вы приобретете, будут не очень хороши. Тогда бумаги могут потерять в цене и принесут определенные убытки. Стоит грамотно подходить к работе с инструментами фондового рынка, иметь представление о техническом и фундаментальном анализе. Новичкам прежде всего стоит обращать внимание на акции крупных компаний, или так называемые «голубые фишки», которые несут в себе значительно меньшие риски. Подробнее о том, как заработать на акциях, смотрите в нашем отдельном выпуске. Способ 9. В объектах недвижимости. Такой вариант связан с наличием в вашем распоряжении крупной суммы денег, которой будет достаточно для приобретения объекта недвижимости или участка земли и так далее. Этот вариант считается достаточно надежным. Купленный объект недвижимости не просто сбережет ваши средства, но и поможет неплохо заработать, например, за счет сдачи объекта в аренду, перепродажи и так далее. При выборе и покупке земельного участка перед вами также открывается множество вариантов. Строительство ресторана или базы отдыха, кемпинга или какого-либо небольшого заведения. Объект, опять-таки, можно будет сдать в аренду. К минусам данного способа хранения средств можно отнести риски снижения стоимости объекта, малую ликвидность и возможные проблемы с последующей продажей, существенные суммы для приобретения таких объектов. Более подробно про инвестирование в недвижимость рассказано в одном из наших видео. Способ 10. В иностранной валюте. Если вы умеете и вам нравится постоянно следить за курсами мировых валют, то данный способ для вас. Тут важно уметь анализировать все колебания на валютном рынке, быть в курсе положения дел в экономике той или иной страны и в мире в целом. Выбрав наиболее стойкую валюту, можно не беспокоиться о том, что ваши сбережения обесценятся. Более того, вы можете выиграть и увеличить свой капитал за счет роста курса выбранной валюты. Но стоит учитывать, что порой колебания на рынке носят непредсказуемый характер. Необходимо провести тщательный анализ ситуации.
Какой способ хранения сбережений выбрать, решать вам. Но рекомендуем не ограничиваться одним вариантом и распределять свой капитал. К примеру, можно сделать так. 25% храним в рублях на депозитном вкладе. 25% через хорошего брокера вкладываем в перспективные ценные бумаги. 25% храним на валютном счете в банке. 25% покупаем тем или иным способом драгоценные металлы. Правильный подход и анализ всевозможных способов хранения денег, а также естественное желание не просто сохранить свои сбережения, но и приумножить их, дадут вам исчерпывающий ответ на вопрос о том, как хранить свои деньги. И не переживать о том, что они могут обесцениться или куда-то пропасть. На этом пока все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!